Добрый вечер, уважаемые коллеги. Как всегда, воскресенье. Как всегда, я Дэн Стрелков, проект Forex Times. Сегодня первый день весны. Всех поздравляю. На улице становится теплее, настроение улучшается. И сегодня, как всегда, рассмотрим вероятное движение торговых инструментов. Евро, золото и бонусом будет австралийский доллар. И сразу же скажу про тот бонус, который был на прошлой лекции по франку. Я показывал уровни снижения, куда, собственно, франк начал свое снижение. И буквально пару слов, вот, друзья, по франку. Вероятность существует образования треугольника, собственно, А, Б, С, Д, Е с продолжением снижения вниз, либо все-таки уже у нас образовывается начальный расширенный диагональный треугольник. Раз, два, три, четыре, пять. Все правила здесь соблюдены. Собственно, после чего имеем коррекцию и продолжение снижения. Поэтому бонус с прошлой лекции франк остается в силе на продажу. Ну а сегодня бонусом будет австралийский доллар. Да, надеюсь, по франку вы находитесь в прибыли, потому что мы в комьюнити, собственно, находимся в прибыли, так как входили в рынок на продажу. И традиционно, друзья, приглашаю в комьюнити Forex Times, где вы найдете ежедневные прогнозы по данным Чикагской товарной биржи, также волновые прогнозы по волновой теории Ральфа Эллиотта, торговые сигналы, ну или рекомендации, как вам нравится, так и называете, обучение и чат. Чат очень полезная фича комьюнити. Там мы обсуждаем торговые инструменты, как лучше входить, какие идеи, теории, уровни входа, целевые уровни, уровни стоп-лосса, математику управления капиталом. Все это обсуждаем в чате комьюнити, поэтому приходите, присоединяйтесь, никогда об этом не пожалеете. Присоединяйтесь по тарифу Lifetime, то есть навсегда. Вам очень понравится стоимость данного тарифа. И еще раз повторяю, вы не пожалеете, поверьте мне. Ну что же, поехали. Итак, евро-доллар у нас существует, к сожалению, пока еще существует в двух вариантах. Мне, конечно же, понравится первый вариант, но про второй вариант я не могу не сказать. Итак, друзья, первый вариант, конечно же, необходимо сразу обратить внимание на данные комиссии по торговле товарными фьючерсами, которые указывают на уменьшение покупателей на 10% по фьючерсным контрактам. Следовательно, первый из вариантов – это образование начального диагонального треугольника. Раз, два, три, четыре, пять. Нам не хватает еще пятой волны. Потом, друзья, коррекции и продажи. Большие продажи в направлении целевого уровня, причем это минимальный целевой уровень 1.1440. На уровне 1.1440 на самом деле у нас здесь огромное скопление опционных контрактов put на сумму 4 миллиарда долларов. Мы их здесь все считали. Плюс здесь находится максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам put. Собственно, если у нас образуется начальный диагональный треугольник, то после коррекции летим к уровню 1.14, собственно, 40. Это очень хорошая идея. Мне эта идея очень нравится, опять же таки, с точки зрения огромного роста по франку. Но это у нас будет через лекцию, а может быть через две лекции. Бонусом будет американский доллар против швейцарского франка, и там я покажу вам на огромный рост. Вы себе сохраните эту идею и сможете очень неплохо заработать. Вот, но есть и второй вариант развития по данному торговому инструменту. К сожалению, есть второй вариант, и про него я обязан сказать, а именно, здесь, конечно, я, как всегда, очень ровный. Здесь на самом деле можно накрутить вот такое, собственно, чудо, а именно первая волна, волна А,
вторая B и импульс раз, два, три, четыре, пять в волне C, а это у нас будет волна W. Далее волна X и раз, два, три, причем в волне вот здесь А, Б, С, в волне B можно запросто накрутить треугольник, волна С, волны Y, и это у нас получается большой двойной зигзаг, после чего огромный рост. Друзья, плюсом здесь, конечно же, является то, что если у нас образуется двойной зигзаг, то потенциальная пятая волна, вот она потенциальная пятая волна, вот потенциальная третья волна в начальном диагональном треугольнике, пятая волна станет больше третьей. И как только это произойдет, то начальный диагональный треугольник, вариант номер один, отменяется, и тогда вариант номер два уже с двойным зигзагом. И уже будем переворачиваться на покупку. К сожалению, в волновой теории Эллиота и на финансовых рынках действительно такое имеет место быть. Бывают перевороты прямо вот в противоположную сторону. Тем более, что профессионалы Чикагской товарной биржи не успокаиваются, максимально не успокаиваются и накидывают нам опционных контрактов call, в принципе, достаточно на неплохие такие суммы, я вам скажу, что здесь можно насчитать пару миллиардов долларов запросто. Запросто. А на пару миллиардов долларов уже стоит обращать внимание. Хоть они, в принципе, и разбиты по разным уровням, но все-таки они создают определенное такое напряжение, а вдруг действительно цена еще рванет вверх. Поэтому про это я обязан был сказать. Золото. Друзья, по золоту есть очень интересный момент. Сразу сейчас оговорюсь, что может быть, а потом объясню, почему. Один из вариантов, это даже не один из вариантов, а, собственно, раз, два, три, А, Б, С, волна W. Далее коррекция, связка волны X и раз, треугольник. Два, собственно, А, Б, С, 3, волны Y. То есть двойной зигзаг, друзья, абсолютно вы правильно поняли. И если у нас здесь было снижение, то после двойного зигзага ждем снижения с обязательным обновлением вот этого минимума. Так как движение вниз, коррекция и движение вниз с обновлением обязательно. Это первый вариант. И второй вариант – это плоскость. Раз, два, три. Потом рост и только потом снижение. То есть волна А будет здесь, волна Б плоскости, волна С в волне Y. Опять же двойной зигзаг, но не с треугольником, а в виде плоскости, друзья. И вот эта плоскость может в данной волне, которая должна быть импульсом, плоскость, вы знаете, зигзаг вниз, зигзаг вверх с обновлением, и импульс вниз – это расширенная плоскость. И, следовательно, вот этот импульс очень часто может выбивать из колеи. Люди могут подумать, что это импульс, и после коррекции можно продавать. А на самом деле нет. Этот импульс входит в коррекционную структуру. И так как у нас рост был, следовательно, после импульса рост продолжается. А теперь я объясню, почему я не берусь говорить о том, что раз, два, потом раз, два, три и в небеса. Дело в том, что если мы с вами хотим расти, нам нужно прежде всего импульсные движения, друзья. И вот у нас с этим проблемы. Если вот здесь никто не будет спорить, что у нас зигзаг, то давайте вот от этой точечки и вот до этой предположим какое-нибудь импульсное движение вот здесь. Но я вам дам подсказку. Здесь не нужно долго ходить. От этой точки вот до этой найдите мне хоть подобие импульса. А вы его здесь не найдете. И если кто-то мне вдруг сейчас скажет, а что ж ты слепошара не видишь начальный диагональный треугольник,
то я вам сразу скажу, друзья, что четвертая потенциальная волна больше второй волны. Отставить сразу диагональный треугольник. Единственное, что здесь может подойти, это расширенный диагональный треугольник. Но в расширенном начальном диагональном треугольнике пятая волна должна быть самой большой. А она здесь остановилась. Поэтому, друзья, вот сюда накрутить импульс невозможно. А если сюда невозможно накрутить импульс, то это сразу большой, очень большой вопрос. Тогда, если мы не можем накрутить импульс в начало движения, то что ж тогда у нас дальше? Потому что да, здесь чистая коррекция. Ну, а дальше что? Дальше. Вот это что такое? Вот это. Тоже импульс? Нет, тоже здесь ничего не накручивается. Поэтому, друзья, еще раз. Либо у нас здесь образуется треугольник А, Б, С, Д, Е с продолжением, а треугольник у нас предпоследняя волна, поэтому мы разворачиваемся вниз. Либо у нас будет зигзаг. Ой, прошу прощения, плоскость, конечно же, плоскость. Опять же таки, которая вынудит ошибиться некоторых, то есть вот такая вот плоскость. Люди подумают, что это импульс, и после коррекции можно продавать. Нет, на самом деле это импульс, конечно же, но после импульса еще рост в рамках вот так вот А, Б, С, и только после этого снижение. Но, кстати говоря, треугольник здесь подходит гораздо интереснее. С треугольником гораздо интереснее. А вот такая вот теория по золоту. И, кстати говоря, с большой вероятностью золото откроется гэпом после того, что произошло, собственно, вы знаете, в Иране. И то, что ракеты даже прилетели в 2 или 3 страны Арабских Эмиратов. И то, что перекрыли Озмузский пролив. Все это, конечно же, это геополитика сказывается на цене на золото. Поэтому я думаю, что сегодня открытие будет с гэпом. Может быть, еще дополнительный рост, но все-таки снижение с большой вероятностью может быть. И бонусом, как я сказал, австралийский доллар здесь до смешного получилось. Ну, просто прикольно, друзья. Посмотрите, пожалуйста, нам профессионалы из Чикаго конкретно показали. Вот и вот. Все, и не дурите, говорят, головы. Если цена вырастет вверх, значит будете продавать, а если цена упадет вниз, значит будете покупать. Вы видите крупное скопление опционных контрактов put внизу, здесь на сумму более 300 миллионов долларов, и здесь же максимальный открытый интерес по месячным опционным контрактам put, а наверху здесь более миллиарда, по-моему, я считал, да, 700, 800, 900, да. Здесь более миллиарда долларов и максимальный открытый интерес по опционным контрактам call. Поэтому, друзья, я вам просто скажу уровни, вы себе запишите или запомните, и будем на них ориентироваться. Сильнейший уровень поддержки 0,69, сильнейший диапазон сопротивления 0,72, 0,7250. Мне, конечно же, очень хотелось бы, чтобы цена здесь еще голову немножко нам подурила, чтобы по евро образоваться успел начальный диагональный треугольник, потом по евро коррекция, по австралийскому доллару рост, и потом по евро огромный разворот вниз, по австралийскому доллару, по правилу корреляции разворачиваемся вниз. И самое хорошее, что мы видим уровни и диапазон, от которых надо работать. Такое бывает нечасто, но когда профессионалы дают нам прямо вот такие подсказки, ну, грех ими на самом деле не воспользоваться. Ну что ж, друзья, вот и все. Надеюсь, что по австралийскому доллару вы также заработаете, как вероятнее всего заработаем и по швейцарскому франку. Что касается золота, не рискуйте лишний раз, то же самое, что и не рискуйте по нефти лишний раз, потому что по нефти цена откроется с огромным гэпом. Мы в комьюнити все это, кстати говоря, видели. Опять же, я ж много раз говорю, заходите в комьюнити, вы все это будете видеть. Мы в комьюнити видели и покупали
в направлении уровней $80 и $85 за баррель, потому что посмотрите внимательно, какие объемы за последние 2,5 недели у нас появились. 2 миллиарда 470 миллионов, миллиард 895 миллионов, 2 миллиарда 441 миллион, миллиард 820 миллионов и 853 миллиона. Здесь 2 миллиарда 400 миллионов долларов, друзья. Эти все скопления опционных контрактов начали происходить вот в эти дни. То есть одна неделя, вторая, да, 2,5 недели назад мы уже видели уровень $80, и буквально через несколько дней увидели уровень $85 за баррель. И в четверг, и в пятницу мы покупали. Если бы вы были в комьюнити, вы бы тоже покупали, собственно. То есть я к чему говорю? Профессионалы с Чикагской товарной биржи обладают определенной информацией, так как это самая крупная биржа в мире, и на ней торгуют лучшие из лучших хеджевые инвестфонды, крупнейшие банки мира. И эти участники торгов, они не будут выкидывать в опционных контрактах десятки миллиардов долларов просто так, неизвестно куда, не обладая информацией. Уже 2 недели назад они обладали информацией, что как бы переговоры между США и Ираном не закончились, все равно неизбежна бомбежка Ирана. Следовательно, неизбежен рост нефти. И мы в комьюнити это уже видели в виде крупнейших опционных скоплений, месячных опционных контрактов Call. Если бы вы были в комьюнити, вы бы тоже это видели. Спасибо большое, друзья, что послушали сегодня. Кстати, я вам вот еще и по нефти показал уровни, от которых диапазон, от которых можно рассматривать продажи, потому что вы знаете, что страны ОПЕК+, договорились о повышении добычи на 260 тысяч тонн в сутки с апреля месяца. Плюс я вам показал диапазон 80-85 долларов за баррель нефти марки WTI. Там огромные скопления опционных контрактов, а вы, скорее всего, знаете, что опционными контрактами профессионалы Чикаго хеджируют свои фьючерсные контракты на продажу. То есть там, где на, скажем так, 6-5 миллиардов долларов скопления опционных контрактов Call, там фьючерсные контракты будут на миллиардов 20. Вопрос, как вы думаете, на 20 миллиардов фьючерсные контракты на продажу смогут сдвинуть рынок вниз? Я думаю, что очень сильно смогут сдвинуть вниз, тем более Трамп давным-давно уже говорит про цену в $50 за баррель. Ну вот и посмотрим, собственно. Поэтому вы теперь уже догадываетесь, что мы в комьюнити будем с нефтью делать. Ну что же, сегодня много вам дал подсказок, и в конце опять же приглашаю в комьюнити, присоединяйтесь, никогда об этом не пожалеете. А с вами был Дэн Стрелков, проект Forex Times, и всем на сегодня пока-пока.